Глава 1651. Получение зеркала. В тот момент, когда душа лазурной осы была уничтожена, рой аватаров дьявольских ос взорвался на расстоянии нескольких тысяч футов. Таким образом, гигантская лазурная оса и дьявольский сокол были убиты практически в мгновение ока, и Ханли, не обращая внимания на падающее тело дьявольского сокола, бросил морозный взгляд на последнего высокорангового дьявольского зверя. Уци, естественно, был свидетелем всего, что только что произошло, и его поразило чувство изумления и дурного предчувствия. Гигантская оса и дьявольский сокол обладали меньшими возможностями из-за их уровня культивации по сравнению с его, но определенно не было значительного различия. Однако этот человек с легкостью убил их в мгновение ока, и даже их душам не удалось спастись. Как он мог не поддаться страху перед лицом такого грозного врага? Это действительно правда, что ему удалось убить двух дьявольских зверей так легко, поскольку он застал их врасплох с помощью скрытой атаки, но при тех же обстоятельствах Уци знал, что он определенно не смог бы с такой легкостью убить его товарищей. В то же время он был несколько озадачен. Что же это была за золотая тень, которая их соблазнила, чтобы убить одним ударом молота? Они явно почувствовали мощное духовное давление, исходящее от нее. В противном случае их было бы не так легко обмануть. В любом случае, если бы он вступил в бой с этим человеком, его бы ждала верная смерть, поэтому было гораздо лучше дождаться подкрепления, прежде чем убить этого человека. Если случится худшее, им просто придется нарушить соглашение, заключенное с внешним миром, и устроить засаду у входа в горные хребты, чтобы убить свою цель. Существа высшего ранга внешнего мира, конечно, не рискнули бы отправиться в горные хребты и начать войну только из-за одного существа на стадии пространственного закаливания. Таким образом, быстро обработав эту серию мыслей, Уци немедленно разработал стратегию. В то же время Ханли, глядя на него, он сделал хватательное движение обеими руками, и два металлических боевых молота резко уменьшились до своего первоначального размера, вернувшись в его руки. Затем он открыл рот, достав треугольное медное зеркало, и быстро ткнул в него пальцем. Шар света с тихим жужжанием вырвался из поверхности зеркала и мгновенно опустился сверху. Затем развернулась необычная сцена. Когда шар света опустился, крепкая фигура Уци внезапно исчезла. Сразу после этого медное зеркало слегка задрожало и тоже растворилось в воздухе, оставив после себя остаточное изображение. Ханли слегка запнулся, увидев это, по-видимому, озадаченный таким развитием событий. Однако выражение его лица тут же потемнело, и в его глазах быстро промелькнул синий свет. В его зрачках образовался водоворот, и если бы там были зеваки, их бы поразило ощущение, что эти глаза пытались высосать души из их тел. Внезапно Ханли, казалось, что-то заметил и резко скрепил ладонь, а затем указал двумя пальцами на свою глобель. Появился шар черной ци, а затем появилось угольно-черное глазное яблоко. Это был никто иной, как его глаз разрушения. Как только демонический глаз появился, в нем закрутился угольно-черный свет, и внутри зрачка, казалось, непрерывно всплывали руны. Луч черного света толщиной с человеческий палец вырвался из глаза разрушения, затем тоже растворился в воздухе. Спустя несколько мгновений в определенном месте на расстоянии более 1000 футов прогремел оглушительный удар, после чего на фоне сильных пространственных колебаний возник черный шар света. Раздался глухой удар, и массивная фигура Уци споткнулась из воздуха, и на его лице появилось выражение шока и ярости. Почти в тот же момент над ним раздался громкий раскат грома, после чего появилась лазурно-белая дуга молнии с видимой внутри нее человекоподобной фигурой. У Ци даже не было возможности восстановить свое положение, прежде чем его сердце упало, и он поднял глаза, рефлекторно взмахнув руками вверх, посылая два своих боевых молота прямо на фигуру над головой. В то же время из его груди вспыхнул духовный свет, и синий флаг взлетел, а затем качнулся, образуя голубой световой барьер, который защищал его тело внутри. Тем временем черный свет вспыхнул от тела Уци, и он бросился назад, как стрела, пытаясь преодолеть некоторое расстояние между Ханли и собой. Однако Ханли определенно не собирался позволять ему добиться своего. Лазурно-белая молния взорвалась в воздухе над головой, и молния внезапно приобрела серебряный оттенок. Сразу после этого его тело резко увеличилось в размерах,
и он превратился в огромную лазурную птицу длиной в несколько десятков футов. Огромная птица расправила крылья и устремилась вниз, и толстые дуги серебряных молний охватили ее тело. Он двигался с необычайно быстрой скоростью и в мгновение поймал когтями приближающуюся пару черных боевых молотов. Раздался грохочущий раскат грома, и два боевых молота раздавились в вопле боли, как будто они были простыми структурами из папье-маше. В следующее мгновение гигантские когти продолжили движение, врезавшись в синий световой барьер вокруг тела Уци. Как ни удивительно, казалось бы, обычный световой барьер внезапно вспыхнул синим светом, превратившись в барьер, который казался кристаллическим по своей природе. Дуги серебряных молний и огромная сила когтей гигантской птицы были полностью сведены на нет, будучи не в состоянии повредить барьер ни в малейшей степени. Уци тяжело вздохнул с облегчением, увидев это, и на его лице появилась слабая улыбка. Однако, прежде чем он успел сделать что-нибудь еще, из-за светового барьера внезапно раздался резкий крик, после чего клюв лазурной птицы превратился в полоски лазурного света, которые рухнули в мгновение эка. Из одного и того же места на световом барьере прогремело 3 громких удара, за которыми последовала резкая трещина, и кристаллический световой барьер разлетелся на точки синего света в том месте, где его клюнула птица. Уци был ошеломлен, увидев это, и поспешно взмахнул обеими руками вверх в унисон. Бесчисленные черные проекции когтей разлетелись по воздуху, создав сеть выступов когтей, которые защищали его сверху. Однако массивная лазурная птица снова просто клюнула клювом, и новая полоса лазурного света мгновенно исчезла в проекциях когтей. Внезапно в безумии вспыхнуло серебряное сияние, и сеть проекций когтей с легкостью разорвалась на части, после чего полоса лазурного света внезапно исчезла, как иллюзия. Уци вздрогнул, и его махающие руки замерли, и он, посмотрев вниз, обнаружил, что в его груди была проделана зияющая дыра, внутри которой непрерывно мигал серебряный свет. Выражение недоверия и ужаса появилось на его лице, но прежде, чем он даже успел крикнуть, дуги серебряной молнии вырвались из колотой раны на его груди, полностью затопив его тело в мгновение эка. Громкие раскаты грома раздавались долгое время, прежде чем, наконец, прекратились, и в этот момент тело и душа Уци были полностью уничтожены. Единственное, что осталось, это странное треугольное медное зеркало. Тело массивной лазурной птицы внезапно уменьшилось, вернувшись к своему человеческому облику во вспышке духовного света. Бросив взгляд на медное зеркало, Хань Ли поднял руку, и вспыхнул всплеск всасывающей силы, когда он вытащил сокровище в свои руки. Он бегло взглянул на сокровище, но не смог многое почерпнуть из такого поспешного осмотра. Однако это зеркало его весьма заинтересовало. Оно было способно объединить магические силы нескольких существ и самостоятельно сбежать в пространство, так что это явно не было обычным сокровищем. Хань Ли махнул рукой, и зеркало внезапно исчезло во вспышке желтого света. Похоже, стоило потратить некоторую магическую силу, чтобы убить этих дьявольских зверей. Имея это в виду, Хань Ли не смел задерживаться здесь дольше и улетел глубже в море тумана в виде полоски лазурного света. Примерно через час издалека налетел порыв черного дьявольского ветра. Затем дьявольские ветры исчезли прямо перед морем тумана, открыв группу из 5 дьявольских зверей. Пятицветный зверь бросил свой взгляд на море тумана и сказал: «Вот где они все трое исчезли». Услышав это, в глазах 4 других зверей промелькнули также опасения. Как все трое могли исчезнуть один за другим за такой короткий промежуток времени? Может быть, они столкнулись с другими трудностями на своем пути? Предположил зверь-змееголовый волк. Я не слишком уверен в этом, но в любом случае мы должны сосредоточиться и быть более осторожными с этого момента, непреклонным голосом ответил маленький зверь, покачав головой. Да. Остальные 4 дьявольских зверя почтительно опустили головы. Сразу после этого порыв дьявольских ветров снова унесся, и все 5 зверей отправились в море тумана. Спустя несколько минут все 5 дьявольских зверей снова появились в том месте, где Хань Ли убил Уци, и с недоумением в глазах осматривали свое окружение. Одно из дьявольских зверей, очень напоминавшее утку с единственным белым рогом на голове, резко полетело вниз полоской белого света и исчезло из поля зрения в мгновение эка.
Это, естественно, привлекло внимание других дьявольских зверей, и все они переглянулись. Спустя несколько мгновений дьявольская ци внизу поднялась вверх, и существо, похожее на утку, появилось снова. Он вернулся с обломками бычьих рогов размером с кулак на обеих перепончатых лапах. Это фрагменты духовных рогов на голове мастера Уци. Как они могли быть разбиты? Может быть, они действительно погибли. Пробормотал тигровый дьявольский зверь с ошеломленным выражением лица. Похоже, что все трое действительно были убиты. Неужели мы действительно преследуем такую мощную цель? Задумчиво сказал маленький пятицветный зверь, сузив глаза. Что нам делать дальше? Этот чужеземец полностью исчез, и мы не сможем его выследить, сказал змееголовый волк с мрачным выражением лица. У нас нет возможности продолжить эту погоню, даже если мы сможем выследить его. Если он смог убить мастера Уци и остальных, то мы тоже ему не ровня. Давайте вернемся тем же путем, которым пришли, сразу решил пятицветный зверь. Но для нас это тоже плохо кончится, мастер определенно будет очень недоволен, осторожно возразил другой дьявольский зверь. Глава 1652. Случайное приобретение. Не волнуйтесь, мы не собираемся просто сдаваться. Мы собираемся собрать всех остальных, а затем устроить засаду у выхода. Если этот человек захочет покинуть золотые горные дьявольские хребты, мы определенно встретимся с ним снова, рано или поздно, ответил пятицветный зверь после короткого колебания. 4 других дьявольских зверя не возражали, и все они казались вполне послушными перед маленьким пятицветным зверем. Дьявольские ветры снова поднялись, и 5 дьявольских зверей вернулись тем же путем, которым пришли. В этот момент Хань Ли был уже в бесчисленных километрах от того места, летя по воздуху и осторожно оценивая свое окружение. Несмотря на то, что ему удалось сбежать от преследователей, его брови все еще были слегка нахмурены. После полудня в беге он полностью отклонился от своего первоначального маршрута, поэтому ему пришлось бы пойти другим путем, если он хотел вернуться к выходу из золотых горных дьявольских хребтов. Однако это приведет его на незнакомую территорию, а также к риску столкнуться с новыми дьявольскими тварями. Однако по сравнению с столкновением с сотнями дьявольских зверей среднего и высокого ранга одновременно, этот риск был для него гораздо более предпочтительным. Конечно, возможность того, что дьявольские звери могут заблокировать выход, действительно промелькнула в его голове, но он быстро проигнорировал эту мысль. До тех пор, пока на его пути не появятся дьявольские звери ранга святого, он сможет убежать от них независимо от того, будет ли он использовать свой талисман невидимости или просто полагаться на свою превосходную скорость. Теперь важнее всего было, удалось ли Сюань-Сянь также избавиться от преследователей. Если бы она погибла в этих горных хребтах, то небесные дьявольские доспехи в обозримом будущем оставались бы в плохом состоянии. Однако и это он не мог контролировать. Кроме того, судя по методам, которые Сюань-Сянь использовала ранее, чтобы сбежать от этих дьявольских зверей, казалось, что у нее все еще есть много козырей в рукаве, так что с ней, скорее всего, все будет в порядке. Что касается этого человека в серебряных доспехах, Хань Ли хотел только одного, чтобы этот человек умер в этих горных хребтах. Помня об этом, Хань Ли переориентировал свое внимание на собственное путешествие. Таким образом, полоска лазурного света увеличилась в яркости, а также значительно ускорилась, исчезнув вдалеке после нескольких вспышек. Хань Ли продолжил свое путешествие в одиночестве день и ночь, встретив несколько низкоранговых дьявольских зверей, которых он с легкостью убил. В настоящее время Хань Ли пролетал над полоской небольших холмов, и большинство холмов внизу было скрыто черной дьявольской ци, и сверху была видна только серия вершин. Внезапно вдалеке раздался оглушительный грохот, от которого вся близлежащая территория задрожала. Хань Ли, естественно, был весьма поражен этой суматохой, резко остановился и повернулся в том направлении, откуда исходил звук. Там он обнаружил бескрайние просторы багряных огненных облаков. В этих огненных облаках возникли шары палящего белого пламени и взорвались, образуя волны малинового пламени. Глухие взрывы гремели один за другим, и казалось, что им нет конца. Веки Хань Ли дернулись, увидев это,
и он не знал, что там происходит, но было совершенно ясно, что никакое обычное существо на стадии пространственного закаливания не смогло бы создать такое удивительное зрелище. Голубой свет несколько раз промелькнул в глазах Ханли, и после короткого колебания он продолжил лететь в том же направлении, даже немного увеличив скорость на этот раз. Он уже получил много наград от этой поездки в Золотые горные дьявольские хребты, и все, что он хотел сделать сейчас, это как можно скорее выбраться из этого места. Таким образом, он не был заинтересован в каких-либо действиях, которые могут повлечь за собой ненужный риск. Однако, к большому удивлению Ханли, несмотря на его усилия избежать неприятностей, неприятности сами находили его. Пролетев по воздуху на несколько тысяч футов, духовный свет внезапно вспыхнул изнутри огненного облака, после чего внезапно вырвались 4 полосы света. 4 полосы света были ведомы ослепительным пурпурным световым шаром, который летел прямо к Ханли с пугающей скоростью, а 3 полосы света позади него были зеленого, серебряного и малинового цветов соответственно. Несмотря на то, что они были немного медленнее, чем пурпурная полоска света, они все равно двигались очень быстро и в мгновение оказались всего в 1000 футах от Ханли. Выражение лица Ханли дрогнуло при виде этого, и он не был уверен, следует ли ему уклоняться или идти навстречу этим полосам света. Однако он колебался лишь долю секунды, прежде чем взмахнуть рукавом, и сразу же перед ним появился слой серого света. Сразу после этого раздался чистый звенящий звук, и в воздухе вокруг него появилось бесчисленное множество маленьких лазурных мечей, которые затем мгновенно превратились в лазурные цветы лотоса. В то же время синий свет вспыхнул в глазах Ханли, тем самым позволив ему определить, что именно летело в пурпурном свете, и вид, которым он был встречен, сразу же придал его лицу особенное выражение. В пурпурном свете было странное существо с зеленым лицом и 4 конечностями, состоящими из пурпурных корней. Существо было более 20 футов в высоту с набором приземленных и совершенно невыразительных черт лица. Вдобавок оно было одето в костюм желтых доспехов, который, казалось, был сделан из мертвого дерева. По всем доспехам сверкали пурпурные руны, и от его тела исходил слабый лекарственный аромат. Это бессмертная Зойсия. Ханли видел изображение Зойсии в нефритовой пластинке и почти мгновенно узнал существо. Его сердце тут же наполнилось шоком и восторгом. Изначально у него не было намерения захватить это существо, но поскольку бессмертная Зойсия появилась прямо перед ним, он не хотел упускать такой шанс. Более того, оказалось, что бессмертная Зойсия не смогла успешно проявить свои 4 конечности, что указывало на то, что она еще не оправилась от травм. Ее должны были обнаружить, когда она пыталась отдохнуть и восстановить силы, тем самым заставив ее снова пуститься в бегство. Эти мысли быстро пронеслись в голове Ханли, и он мгновенно понял ситуацию. Он даже не потрудился осмотреть 3 полоски света, которые находились дальше на расстоянии, и сделал хватательное движение одной рукой. Массивная серая рука света немедленно появилась прямо перед лиловой полоской света, и бессмертная Зойсия оставалась совершенно невыразительной, но в ее глазах появилось выражение отчаяния. Он ясно видел впереди массивную серую руку, но, похоже, не мог изменить направление, продолжая лететь прямо к Ханли. В конце концов, бессмертная Зойсия с глухим стуком врезалась в серую руку, и фиолетовый свет вокруг ее тела мгновенно исчез, когда она была захвачена, притянувшись к Ханли вспышкой серого света. Таким образом, Ханли сумел запечатлеть бессмертную Зойсию так же легко, как отобрать конфету у младенца. Бессмертная Зойсия была принесена Ханли вспышкой серого света, охватившей ее, и даже сам Ханли был поражен тем, насколько простым был этот процесс. Затем на его лице сразу же появилось приподнятое выражение, и он провел рукавом по воздуху. Дюжина или около того талисманов разных цветов немедленно вырвалась изнутри и растворилась в теле бессмертной Зойсии. После этого появились руны разных цветов, полностью охватывающие внутри себя духовное лекарство. «Стой!» 3 яростных крика вырвались из 3 полос света, и было совершенно ясно, что все они были в ужасе от того, что их жертва попала в руки Ханли. Тем не менее, Ханли полностью проигнорировал их и перевернул руку, чтобы достать пузырек из лазурного нефрита. Пузырек задрожал и выпустил вспышку лазурного света по его воле, которая немедленно затянула ограниченную бессмертную Зойсию в сосуд.
Бессмертная Зойсия была значительно выше даже самого Хань Ли, но она резко уменьшилась до размера примерно полфута, исчезнув в отверстии флакона. Затем Хань Ли перевернул руку, и флакон исчез во вспышке духовного света. В этот момент все три полоски света приблизились к нему почти одновременно, и полоски света исчезли, обнажив трех существ, окружавших его с расстояния примерно 300 футов. Только после этого Хань Ли поднял голову, чтобы осмотреть окрестности, и его лицо оставалось совершенно спокойным и невыразительным. У него не было возможности определить, кем были эти люди раньше, но он убедился по духовному давлению, исходящему от их тел, что никто из них не был существом на стадии интеграции тела, поэтому он оставался таким спокойным и собранным. «Ой, это господин Даосист Хань. Это ты». В этот момент все произошло слишком быстро, и эссенция божественного света Хань Ли заслонила его тело, поэтому только тогда эти три существа мельком увидели его истинный облик, и тут же прозвучали два крика удивления. Один из голосов был совершенно озадачен, в то время как другой был полон недоумения и настороженности. Вокруг тела последнего существа мелькал малиновый свет, и оно подняло руки в сторону Хань Ли, не произнеся ни слова, посылая на него две полоски багрового света. Полоски багрового света в мгновение ока превратились в пару летающих мечей, и лицо Хань Ли потемнело, а серый свет перед ним увеличился до нескольких десятков футов в высоту, а затем устремился прямо вперед. Две полосы багрового света прорезали большую часть серого света и вот-вот готовы были пробиться на другую сторону. Однако в следующее мгновение в сером свете внезапно вспыхнула черная тень, и из ниоткуда появилась небольшая проекция черной горы. Два алых летающих меча ударили в проекцию, но были отбиты, словно врезались в неприступную крепость. Первоначально пара летающих мечей все еще яростно летела сквозь серый свет, пытаясь обогнуть проекцию горы, но по мере того, как вокруг них сходилось все больше и больше серого света, они начали значительно замедляться. В то же время багровый свет вокруг них потускнел, обнажив пару длинных мечей, каждый по несколько дюймов в длину, и казалось, что они обладают высоким уровнем духовной природы. Спустя некоторое время оба меча были полностью обездвижены окружавшим их серым светом, и только тогда существо, окутанное багровым светом, слегка удивленно дрогнуло. Однако существо оставалось совершенно спокойным, издав громкий крик, после чего из серого света раздалось два глухих удара. Два ограниченных багровых меча взорвались и исчезли в виде пятнышек багрового света. В следующее мгновение произошли пространственные колебания, и существо окутало пурпурным светом, а два маленьких длинных меча снова появились из воздуха. Форма пустоты. Глаза Хань Ли резко сузились, а выражение его лица потемнело, и он пристально посмотрел на фигуру в багровом свете. В этот момент он также узнал о внешности двух других существ и обнаружил, что одно из них было пожилым мужчиной с седыми волосами, а другое — свирепым чужеземцем с зелеными волосами. Это были никто иной, как пожилой мужчина по фамилии Ян и зеленоволосое существо, с которым он в последний раз встречался в павильоне молний. Глава 1653. Жестокая битва. Эти двое и раньше были свидетелями истинной силы Хань Ли, поэтому они не были удивлены, что атака, развязанная существом, окутанным багровым светом, была с легкостью сведена на нет. Тем не менее, они оба в настоящее время оценивали Хань Ли нерешительными взглядами. Хань Ли также узнал багровую фигуру, используя свои способности духовных глаз, и обнаружил, что это была красивая женщина в роскошном малиновом платье. Несмотря на то, что ей удалось вернуть свои два летающих меча, на лице у нее все еще было шокированное выражение, явно ошеломленное силой эссенции божественного света Хань Ли. Все трое молча окружили Хань Ли, явно не собираясь отпускать его. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он посмотрел вдаль. В огненном облаке продолжали непрерывно извергаться сокрушительные взрывы, и шум казался еще громче, чем раньше. Однако внизу извергались черные волны, время от времени ударяющие по огненному облаку. Огненное облако и черные волны, казалось, были проклятием существования друг друга, и их столкновения приводили к сильным взрывам, которые угрожали разорвать все небо на части. При виде этого Хань Ли вспыхнули, и в его голове пронеслись бесчисленные мысли, пока он размышлял, что делать дальше.
После недолгого молчания пожилой мужчина сказал: «Господин Даосист Хань, помнится, вы вошли в горные хребты вместе с младшим Юэ. Он тоже здесь, поблизости». «К сожалению, даосист Юэ был убит не так давно», — честно ответил Хань Ли, и на его лице появилось торжественное выражение. «Он мертв. Вы можете сказать мне, кто его убил?» Потрясенно воскликнул пожилой мужчина. «Во время инцидента рядом с ним никого не было, поэтому я не знаю, кто его убил», — ответил Хань Ли, слегка нахмурив брови. А ну понятно, выражение лица пожилого мужчины значительно потемнело, он явно не верил, что Хань Ли говорит правду. Увидев это, Хань Ли мог только внутренне усмехнуться. Похоже, этот старик считал, что он сыграл роль в смерти Юэ Цзуна. Однако никаких связей с пожилым человеком у него не было, поэтому он, естественно, не собирался ничего объяснять. Поэтому он спокойно посмотрел на двух других существ и спросил: «Вы собираетесь позволить мне уйти?» Зачем задавать вопрос, на который ты уже знаешь ответ? «Отдай бессмертную Зойсию, и можешь идти», — холодным голосом сказал зеленоволосый, и в его глазах вспыхнул злобный свет. «Бессмертная Зойсия. Хе-хе, у вас двоих одинаковые намерения», — спросил Хань Ли, холодно усмехнувшись. Выражение лица пожилого мужчины немного напряглось, но он ничего не сказал. Напротив, холодный свет вспыхнул в глазах женщины, и она сказала холодным голосом: «У нас осталось мало времени, давайте объединим силы, чтобы убить его, а после поровну разделим бессмертную Зойсию между нами. Как только этот дьявольский крокодил и гигантская жаба догонят нас, у нас будут проблемы». Сказав это, она потерла руки, и в ее руках во вспышке малинового света появился веер, охваченный багровым пламенем. Веер был размером всего около фута, но был целиком сделан из блестящего и полупрозрачного белого нефрита. На поверхности веера было выгравировано бесчисленное множество малиновых рун, и все они мерцали, как палящее пламя. Хорошо, лучше получить 1/3, чем ничего. Зеленоволосое существо было довольно злым и жестоким, но не идиотом. Быстро оценив ситуацию, он также решил, что объединение сил — лучший способ действий, и немедленно перевернул руку, достав небольшой старинный котел. Затем котел мгновенно увеличился до нескольких футов в размерах, зависнув перед ним. Увидев меры, принятые двумя другими существами, пожилой мужчина на мгновение заколебался, а затем стиснул зубы и тоже взмахнул рукавом. Изнутри вырвался шар серебряного света, оказавшись мерцающей серебряной печатью. Когда она впервые появилась, она была размером всего около дюйма, но затем резко увеличилась до нескольких десятков футов. В то же время из него вырвались завывающий ветер и раскаты грома, и, таким образом, трехсторонний союз был завершён. Губы Хань Ли дрогнули, увидев это, и он внутренне вздохнул. Все эти три существа были на пике стадии пространственного закаливания, так что они определенно не были намного медленнее его. Следовательно, попытка сбежать от них была бы невозможным вариантом. Единственный способ выйти из этой ситуации — победить или убить всех троих. Он уже понял это, как только захватил бессмертную Зойсию. Таким образом, он нисколько не волновался перед лицом своей нынешней ситуации и даже перехватил инициативу, развязав первую атаку. Он взмахнул рукой, и небольшая проекция Черной горы послала к пожилому мужчине волны серого света. В то же время небольшая гора увеличилась до нескольких сотен футов и опустилась с разрушительной мощью. Сердце пожилого человека содрогнулось от шока, и он немедленно отлетел назад, указывая пальцем на серебряную печать перед собой. Печать издала слабый звенящий звук, а также увеличилась в несколько раз от своего первоначального размера, а затем поднялась навстречу приближающейся горы. Раздался оглушительный грохот, и из-под горы вырвался шар сияющего света. Небеса яростно содрогнулись, и в результате столкновения во всех направлениях взорвались невидимые ударные волны. Серебряная печать была весьма могущественным сокровищем, но она, конечно, не могла сравниться с горой эссенции божественного света, дважды закаленную. Таким образом, он смог остановить гору эссенции божественного света только на долю секунды, прежде чем она была разрушена необычайным весом горы. Таким образом, массивная гора продолжала обрушиваться вниз,
посылая огромное пространство серого света на пожилого человека. Выражение лица старика резко изменилось, и он открыл рот, выплюнув тонкую белую вуаль. Завеса порхала в воздухе, а затем превратилась в белое облако, поднявшееся вверх. В то же время белый свет промелькнул перед лицом пожилого мужчины, и он быстро провел по воздуху 10 пальцами, отправляя заклинания разного цвета, исчезающие в облаке. Как только массивная черная гора ударилась об облако, большая часть ее силы аннулировалась, как если бы она ударилась о массивный ватный шарик. Белое облако задрожало при ударе, но, к большому удивлению Хань Ли, оно смогло задержать гору. Во время этой короткой задержки зеленоволосое существо и женщина в роскошном платье также начали действовать. Зеленоволосое существо открыло рот, выпустив шар зеленой ци в котел перед ним, и он издал слабый звенящий звук, а крышка отлетела сама по себе. В следующее мгновение из котла вырвалась вспышка света, распространившись по воздуху. В результате небо и земля немного потускнели, и поднялись порывы темно-желтого ветра, превратившись в нескольких желтых драконов ветра, которые бросились прямо на Хань Ли. Женщина в роскошном платье нежно взмахнула веером в воздухе, и на его поверхности вспыхнули руны, и оттуда вырвались бесчисленные шары багрового пламени, и все они также устремились прямо в Хань Ли. Хань Ли оставался совершенно невыразительным, оценивая приближающиеся атаки. В то же время он перевернул руку, достав свой собственный мерцающий лазурный котел во вспышке лазурного света. Это был никто иной, как небесный котел. Сразу после этого он открыл рот, выпустив серебряный огненный шар, который мгновенно превратился в серебряного огненного ворона размером около фута. «Вперед!» — скомандовал Хань Ли, взмахнув рукавом. Небольшой лазурный котел задрожал и поднялся, и его крышка внезапно исчезла. Изнутри котла раздался пронзительный звенящий звук, разразившийся прямо в небеса, и все изображения зверей и птиц, вырезанные на его поверхности, стали расплывчатыми и нечеткими. Во вспышке ослепительного лазурного духовного света из котла появился ряд гигантских зверей и чудовищных птиц. Затем все они испустили свирепый рев и бросились на приближающихся желтых ветреных драконов. Таким образом, обе стороны столкнулись в ожесточенной схватке, и, казалось, они были довольно равными. Тем временем серебряный огненный ворон расправил крылья и полетел прямо навстречу приближающимся багровым огненным шарам. Даже с первого взгляда было совершенно очевидно, что эти багровые огненные шары состояли не из обычного пламени. У женщины в роскошном платье было расслабленное выражение лица. Казалось, она была безмерно уверена в силе алого веера в ее руке. Однако в следующее мгновение выражение ее лица резко изменилось. Как только серебряный огненный ворон собирался броситься головой в поток огненных шаров, он внезапно издал звонкий крик, широко распахнув крылья, и начал расширяться с пугающей скоростью, как если бы он был похож на серебряную птицу. Воздушный шар. 10 футов, 30 футов, 50 футов, 100 футов. В мгновение эка серебряный огненный ворон увеличился примерно до 300 футов в размере, и в его серебряных перьях смешались белые точки, а в этих белых пятнах мерцали серебряные руны. Глядя на него издалека, он походил на мерцающего серебряного феникса, которого никто не осмеливался оценить напрямую. Хань Ли тоже был весьма удивлен, увидев это. Он знал, что огненный ворон претерпит некоторую эволюцию после того, как поглотит истинное пламя золотого ворона, но это удивительное зрелище все еще застало его врасплох. Более того, огненный ворон еще даже не доработал истинное пламя золотого ворона. Огненный ворон обладал определенным уровнем духовной природы, поэтому ему не требовалось никаких инструкций от Хань Ли. Он резко взмахнул крыльями вперед, посылая серебряные перья в воздух. Издалека казалось, будто было выпущено бесчисленное количество серебряных стрел, и каждая из них с безошибочной точностью проткнула малиновый огненный шар. Непрерывно раздавались громкие взрывы, огненные шары начали деформироваться, а затем взорвались один за другим. Женщина в роскошном платье была ошеломлена, увидев это, но все же сумела сохранить спокойствие, подбросив веер в воздух. Затем она сделала ручную печать другой рукой и торжественно указала на веер. Вспыхнул духовный свет, и из кончика ее пальца вырвался малиновый столб света, прежде чем раствориться в веере.
Руны на поверхности веера вздымались, быстро образуя серию странных образов, которые постоянно менялись. Все остатки пламени от уничтоженных огненных шаров немедленно разлетелись в разные стороны, словно собирались снова образовать огненные шары. Однако прямо в этот момент серебряные перья, пробившие огненные шары, внезапно воспламенились, превратившись в шары серебряного пламени размером с кулак. Эти серебряные огненные шары вздрогнули, а затем, просвистев в воздухе, устремились к алому пламени поблизости. Все багровое пламя, соприкасавшееся с этими серебряными огненными шарами, исчезло в мгновение ока, будучи поглощенным серебряными огненными шарами, не имея возможности оказать какое-либо сопротивление. Внезапно большая часть багрового пламени в воздухе над головой исчезла. Лицо женщины сразу же смертельно побледнело, увидев это. Глава 1654. Убийство зеленоволосого существа. В своем отчаянии она тихонько вскрикнула, открыв рот, чтобы извергнуть полоску малинового света. Однако, прежде чем малиновый свет достиг веера, последний внезапно разлетелся на бесчисленные осколки нефрита, исчезнув на месте. В этот момент серебряное пламя уже поглотило все багровое пламя в воздухе. На лице женщины сразу появилось выражение шока и ярости. Этот малиновый веер был необычным сокровищем, а малиновое пламя, которое он мог высвободить, было чрезвычайно коварным типом инского пламени. Если бы обычное существо соприкоснулось с единственной струйкой этого пламени, они немедленно подверглись бы воздействию инского яда, даже если бы они носили защитные сокровища. Таким образом, не было хорошей защиты от этого пламени, и они выиграли ей много сражений в прошлом. Однако в этом случае это пламя даже не смогло приблизиться к Ханли, прежде чем оно было полностью поглощено странным серебряным пламенем, которое выпустил Ханли, и это было весьма удивительно для женщины в роскошном платье. Кроме того, из-за того, что это сокровище было связано с ней ментально, она также получила повреждения от его разрушения, и она изрыгнула полный рот эссенции крови, а ее лицо побледнело еще больше. Однако она не осмелилась отступить и залечить свои раны, поскольку в этот момент серебряный огненный ворон вытащил все свои серебряные перья и устремился прямо на нее. Женщина вытерла кровь с уголка губ, а затем, приподняв брови, ударила некий предмет, свисающий с ее талии. Оттуда внезапно вырвался шар малинового света, а затем превратился в красную тыкву размером с ладонь. Это было не что иное, как второе из двух ее самых могущественных сокровищ. Сразу после этого она начала что-то напевать, и из горлышка тыквы вспыхнул яркий малиновый свет. Внезапно оттуда неистово хлынули волны малиновой жидкости прямо на серебряного огненного ворона, как массивная волна крови. Малиновая волна испускала отвратительный запах крови, и там также были струйки черной ци, испускавшие ледяную зловещую ауру. Огненный ворон довольно осторожно относился к этой красной волне, решив воздерживаться от соприкосновения своего тела с этой жидкостью. Вместо этого он раскрыл клюв и выпустил вспышку белого света. Таким образом, столкнулись белый свет и малиновая жидкость, и когда они переплелись в воздухе, раздался странный шипящий звук. Часть малиновой волны тут же испарилась, превратившись в белый пар, разошедшийся по воздуху. Белый свет был создан ничем иным, как истинным пламенем золотого ворона, и из-за того, что он содержал исключительно чистую силу янского элемента, он был очень мощным против этой малиновой жидкости, которая обладала свойствами инского элемента. Белый свет неумолимо хлынул из клюва серебряного огненного ворона, так же, как, казалось, не было конца красной жидкости, хлынувшей из тыквы. Это была битва выносливости, чтобы увидеть, испарит ли белый свет всю малиновую жидкость в тыкве или же малиновая жидкость заглушит весь белый свет, который мог предложить серебряный огненный ворон. Таким образом, возникла тупиковая ситуация. Однако Хань Ли лишь бегло взглянул на женщину, а затем перевел взгляд на пожилого мужчину и зеленоволосое существо. В конце концов, холодный свет вспыхнул в его глазах, и он сосредоточил свое внимание на зеленоволосом существе. Все эти три существа находились на пике стадии пространственного закаливания, но было совершенно ясно, что пожилой мужчина обладал самой слабой аурой, в то время как женщина казалась самым могущественным существом среди них. Таким образом, зеленоволосое существо было посередине.
Если бы он смог убить это существо первым, их трехсторонний союз был бы разрушен. Помня об этом, Хань Ли сразу же глубоко вздохнул, и позади него раздался громкий раскат грома. Затем на его спине появилась пара полупрозрачных крыльев, и в то же время во вспышке золотого света все его тело покрыли золотые чешуйки. Он взмахнул своими грозовыми крыльями и внезапно исчез во вспышке лазурной и белой молнии. В то же время лазурный цветок лотоса, на котором стоял Хань Ли, превратился в более 100 полос лазурного меча Ци, разделившись на две группы, которые устремились к пожилому мужчине и женщине в роскошном платье. Выражение лица обоих изменилось при виде мчащихся навстречу полос лазурного меча Ци, и из тела старика немедленно вырвался серебряный диск, превратившись в дюжину или около того мерцающих серебряных световых барьеров, которые сдерживали приближающуюся Ци меча. Тем временем женщина в роскошном платье открыла рот, выбросив перо малиновых нитей, которое превратилось в яркие красные иглы, тонкие, как прядь волос. В момент столкновения тонких игл с волной меча Ци раздался громкий лязг, сопровождающийся вспышками красного и лазурного света. Таким образом, и женщина, и пожилой мужчина были временно отвлечены полосками Ци меча, тем самым не позволяя им сосредоточить свое внимание на чем-либо еще. В тот момент, когда Хань Ли исчез, зеленоволосое существо уже охватило дурное предчувствие. Таким образом, он немедленно сделал печать заклинания руками. Из его плеча вырвался яркий желтый свет, а во вспышке появилась желтая медная алебарда. Почти в тот же самый момент над ним раздался раскат грома и сверкнула молния с лазурной фигурой внутри. Фигура протянула безупречную белую ладонь из одного из рукавов, а затем резко толкнула ее вниз. С кончиков пальцев белой руки вырвалось пятицветное пламя, мгновенно образовав массивную пятицветную руку, которая рухнула вниз с неистовой силой. В то же время изнутри небесного котла раздался грохочущий звук, вслед за которым вырвался столб лазурных нитей, который сразу же исчез, как только появился. Зеленоволосое существо все это время находилось в состоянии повышенной готовности, поэтому он смог обнаружить Хань Ли своим духовным чутьем, как только он появился. При виде пятицветной руки, спускающейся к нему, он немедленно выпустил желтую алебарду, которую только что призвал. Алебарда задрожала, и из ее острого наконечника вырвалась вспышка пронизывающего желтого света. Затем она поднялась в воздух в виде полоски желтого света и мгновенно устремилась прямо к массивной руке. Эта медная алебарда была могущественным сокровищем, которое зеленоволосое существо достало из множества древних руин. Оно было не только чрезвычайно острым и разрушительным, но и специализировался на разрушающих техниках и способностях. Таким образом, обычные способности не могли противостоять алебарде. Однако эта пятицветная рука была создана из пятицветного ледяного пламени Хань Ли, поэтому она определенно не была проявлена с помощью каких-то обычных способностей. После того, как желтая алебарда ударила по массивной руке, первая смогла лишь слегка проткнуть пятицветную руку, а затем не смогла продвинуться дальше. Сразу после этого пятицветная рука резко увеличилась в размерах по велению Хань Ли, а затем крепко сжала своими огромными пальцами медную алебарду. Зеленоволосое существо резко вздохнуло, увидев это, и немедленно распространило магическую силу в своем теле, чтобы попытаться высвободить какую-то способность. Однако как раз в этот момент поблизости внезапно вспыхнули пространственные колебания, и из воздуха возник шлейф лазурных нитей. Затем лазурные нити в мгновение ока плотно обвились вокруг тела зеленоволосого существа. Зеленоволосое существо, естественно, было весьма напугано этим развитием событий, и он немедленно вызвал слой палящего зеленого пламени по всему своему телу. К его большому удивлению, лазурные нити совершенно не пострадали от этого зеленого пламени, а продолжили обездвиживать его, не подавая никаких признаков сгорания. Насмешливая усмешка появилась на лице Хань Ли, глядя сверху на происходящее, и он перевернул руку, а маленький котел со звоном появился над его ладонью. Он каким-то образом вызвал к себе небесный котел с расстояния в несколько сотен футов. Он поднял другую руку и щелкнул пальцем по воздуху, после чего из котла раздался слабый звук, похожий на звон колокола. Лазурные нити вокруг тела зеленоволосого существа сразу же начали светиться ярким духовным светом, а затем сузились в несколько раз, в результате чего зеленоволосому существу стало невозможно даже пошевелить пальцем.
По мере развития уровня культивации Хань Ли его небесный котел также становился намного более мощным, чем в прошлом. В то же время массивная пятицветная рука рухнула сверху вниз, и на зеленоволосое существо внезапно обрушился взрыв огромной силы. Все суставы его тела тут же начали громко трещать, словно их должны были раздавить в любой момент. Он смог продержаться так долго только потому, что овладел особым искусством культивации, которое дало ему очень мощное тело. Если бы на его месте было нормальное существо на стадии пространственного закаливания, оно бы уже превратилось в фарш. Тем не менее, зеленоволосое существо было совершенно не способно принять меры уклонения и могло только смотреть, как массивная пятицветная рука крепко сжимала его голову. После громкого удара его голова была раздавлена, как арбуз, после чего все лазурные нити вокруг него мгновенно исчезли, и его безголовое тело рухнуло прямо на землю. После падения на несколько десятков футов от обезглавленного тела внезапно раздался приглушенный удар, за которым изнутри вылетел шар зеленого пламени. Затем зеленый огненный шар мгновенно исчез. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули на расстоянии более 300 футов, и зеленый огненный шар появился с чем-то вроде миниатюрной фигуры внутри. Однако, прежде чем фигура смогла продолжить свой побег, перед ее глазами внезапно вспыхнул лазурный свет. Сразу после этого из воздуха появился летающий меч длиной несколько футов, который молниеносно ударил вниз. У миниатюрной фигурки не было времени уклониться, и она тут же была разрезана пополам во время мучительного вопля, а затем исчезла, как пятнышки зеленого света. В этот момент Хань Ли издалека махнул рукой, и летающий меч отлетел назад, исчезнув в его теле. Сделав все это, он повернулся к женщине и пожилому мужчине с ледяным намерением в глазах. И старик, и женщина изо всех сил пытались справиться со шквалом атак, которые Хань Ли бросил на них, но они, естественно, все еще были свидетелями того, как Хань Ли убил зеленоволосое существо с тем же уровнем культивации, что и они, всего за доли секунд. Увидев это, их сердца немедленно ушли в пятки, и они обменялись быстрыми взглядами, увидев, как их собственный шок и ужас отразились в глазах друг друга. Глаза Хань Ли сузились, и маленький котел над его ладонью поднялся, готовясь к новой атаке. Однако именно в этот момент в далеком небе раздался оглушительный рев, похожий на мычание коровы. Хань Ли и двое его противников дрогнули, услышав это, а затем в унисон повернулись в том направлении. Они обнаружили, что между огненными облаками и черными волнами вдали появилось четкое разделение, и всего несколько мгновений назад они были переплетены друг с другом. Более того, они оба рвались к трио Хань Ли с пугающей скоростью. Выражение лица Хань Ли сразу же немного изменилось, увидев это, как и выражение лиц старика и женщины в роскошном платье. Хань Ли резко перевернул руку, и маленький котел исчез в мгновение ика. Затем он сделал ручную печать, указав пальцем на каждого из двух своих противников. В направлении женщины раздался глухой удар, и серебряный огненный ворон внезапно взорвался и исчез в виде пятнышек серебряного пламени. Тем временем черная гора, которую сдерживало белое облако над головой пожилого мужчины, также исчезла, как будто это была не более чем иллюзия. Глава 1655. Преследуемые могущественными врагами. В следующее мгновение перед Хань Ли вспыхнули два световых шара, один черный и один серебряный, и черная гора появилась рядом с серебряным огненным вороном, оба из которых уменьшились до своих миниатюрных форм. Он взмахнул рукавом, и гора вместе с птицей исчезли. Полоски лазурного меча Ци, сцепившиеся в битве с сокровищами его противников, также метнулись к нему, а затем превратились в летающие мечи, которые мгновенно исчезли в его теле. Даже маленький желтый котел, который потерял своего хозяина из-за того, что зеленоволосое существо только что было убито, оказался в руках Хань Ли. Забрав все эти сокровища, Хань Ли взмахнул крыльями и устремился вдаль, как дуга лазурной и белой молнии, исчезнув из поля зрения в мгновение ика. Таким образом, пожилому мужчине и женщине в роскошном платье оставалось смотреть друг на друга. После того, как они стали свидетелями того, как Хань Ли легко справляется с зеленоволосым существом, они оба очень настороженно отнеслись к нему и больше не смели преследовать его. Бессмертная Зойсия была ценным сокровищем, но определенно не более важным, чем их жизни.
Обменявшись настороженными взглядами, они оба повернулись к приближающимся огненным облакам и черным волнам, и на их лицах появилось странное выражение. Женщина осталась стоять на месте, по-видимому, совершенно не обращая внимания на явление, надвигавшееся на них с расстояния. Напротив, на лице пожилого мужчины появилось мрачное выражение, и он резко указал пальцем на белое облако сокровища наверху. Облако немедленно задрожало, а затем, превратившись в полоску белого света, вернулось к старику и унесло его вдаль. Скорость, с которой он двигался, была не намного хуже скорости Ханьли после использования его техники молниеносного передвижения. Таким образом, женщина осталась единственной на месте происшествия. Нахмурившись, она молча смотрела на огненные облака и черные волны. Спустя мгновение два явления возникли над ней почти одновременно, и оба сразу прекратились. Огненные облака на мгновение кувыркались и кружились, а затем изнутри высунулась голова гигантской жабы размером более 100 футов. А, это не Сюэ-инь. Ты получил бессмертную Зоисию. Голова принадлежала никому иному, как дьявольскому зверю Цзючу. В этот момент его кожа была алой, как огонь, а глаза были плотно закрыты, но на его глобеле появилась серая бусинка размером с кулак, которая сверкала странным светом. Женщина нисколько не испугалась и ответила уважительно: «Вы, верно, шутите, дядя Ти. Уверена, вы можете с одного взгляда сказать, есть ли у меня бессмертная Зоизия. Кроме того, если бы мне удалось ее заполучить, я бы уже сбежала с места происшествия, а не продолжала бы оставаться здесь. Хм, ты похожа на эту хитрую старую лису Сюэби. Вы оба выглядите простыми и честными, но внутри вы чрезвычайно хитры и лживы. Если бы я не задал этот вопрос для подтверждения ситуации, разве я бы смог просто так уйти? Ты ведь знаешь, какие последствия ждут тебя, если ты мне солжешь, верно?» Цзюйчу холодно и угрожающе хмыкнул. Эта гигантская жаба, похоже, была одержима его мастером, крылатым дьявольским зверем по имени Тиемо. Черная зловещая голова с удивительно длинным ртом, заполненным острыми клыками, вышла из черных волн сбоку и нетерпеливо призвала: «Хватит болтать. Мы должны поторопиться и отправиться за бессмертной Зоисией. Ты обещал, что отдашь мне эту глазурованную водяную бусину, если я помогу тебе поймать эту штуку. Эй, ты только недавно перешел в ранг святого. Ты даже не успел укрепить уровень культивации, так что тебе лучше проявить некоторое уважение, когда говоришь со мной. Я все еще могу преподать тебе урок уважения», — холодным голосом возразил Цзюйчу. «Хе-хе, вот так? Теперь я действительно хочу посмотреть, действительно ли ты на это способен». Нагло ответила черная голова, а в ее глазах вспыхнул злобный свет. Выражение лица Цзюйчу потемнело от его слов, и серая бусина на его лбу вспыхнула, а огненные облака вокруг него раздулись до ошеломляющей высоты. Черная голова не отступила ни в малейшей степени, а лишь открыла свой пещеристый рот, и черные волны вокруг него немедленно взорвались. Казалось, что они двое снова собираются вступить в бой. Лицо Цзюйчу содрогнулось от ярости, но, похоже, оно было довольно насторожено по отношению к черной голове, и он насильно подавил свою ярость, сказав: «Забудь об этом. Я позволю тебе уйти, поскольку ты долгое время был рядом с нашим мастером. Если мы сможем поймать бессмертную Зоисию, я, естественно, дам тебе глазурованную водяную бусину. Ты же не сомневаешься в моих словах, не так ли? Не принимая во внимание другие вопросы, ты существо ранга святого, поэтому я уверен, что ты не станешь забирать свои слова назад. Давай продолжим погоню. Раз у Сюэ и нет бессмертной Зоисии, значит, она у одного из тех чужеземцев. Давай спросим у нее, у кого она?» Спросила черная голова. «Думаешь, мы должны спросить ее? Я могу подтвердить, что у нее нет бессмертной Зоисии, но как ты думаешь, она и Сюэби захотят, чтобы мы захватили сокровище? В любом случае нас двое, так что мы просто разделимся, и каждый будет преследовать свою цель. Если мы это сделаем, бессмертная Зоисия не ускользнет у нас из-под носа», — равнодушно ответил Цюйчу. «Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь. Я пойду за тем, что в той стороне».
Если я получу бессмертную Зойсию, я вернусь сюда, чтобы обменять ее на глазурованную водяную бусину. Весело фыркнула черная голова, а затем вернулась в черные волны. Сразу после этого грянул раскат грома, и черные волны хлынули в том направлении, куда убежал пожилой мужчина. Цзюйчу также подтолкнул свои огненные облака к действию, двигаясь в том направлении, куда сбежал Хань Ли. Таким образом, женщина в роскошном платье снова осталась одна. Увидев, как огненные облака и черные волны исчезают вдалеке, на ее лице появилась кривая улыбка, и она пробормотала себе под нос. Не думала, что этот дьявольский крокодил так быстро перейдет в ранг святого. Я должна сообщить это отцу прямо сейчас. Что касается этой бессмертной Зойсии, я могу только надеяться, что этому постороннему удастся сбежать с ней. После того, как ее голос затих, из ее тела вырвался малиновый свет, и она улетела в виде полоски багрового света. В нескольких тысячах километров от него Хань Ли несся по воздуху, как дуга молнии, посреди череды глухих ударов грома. Почти в 100 километрах позади него доносился неумолимый грохот. Все небо в этом направлении было окрашено в огненно-красным цветом, и огромные огненные облака неслись за ним по горячим следам. Хань Ли тяжело вздохнул, увидев это. У него почти не осталось божественной дьявольской молнии, поэтому он не сможет дольше поддерживать свои грозовые крылья. Глядя на поразительное явление, созданное его преследователем, было совершенно ясно, что это необычное существо, поэтому он, скорее всего, не сможет убежать, если не убьет существо, которое преследовало его. Несмотря на это, он все же решил пока лететь вперед. Он хотел заманить врага подальше, а затем сразиться с ним в битве, чтобы на него не напали другие враги. Таким образом, Хань Ли проехал около 100 тысяч километров со своей текущей скоростью, доставив его в область над несколькими горными вершинами. В этот момент он почувствовал, что прошел достаточное расстояние, и молния вокруг его тела померкла во время его резкой остановки. Он повернулся и бросил взгляд на приближающиеся огненные облака, а затем глубоко вздохнул. Внезапно бесчисленные полоски лазурного света вырвались из его тела, и все они внезапно исчезли в окружающем пространстве. Хань Ли знал, что его преследует довольно могущественное существо, поэтому он без колебаний решил установить формацию мечей весеннего рассвета. Создав формацию, он был уверен, что сможет убить своего врага, если он не будет существом на стадии интеграции тела. Вскоре после того, как Хань Ли установил формацию, огненные облака пронеслись в близлежащую область, взрывая непрекращающийся грохот. Огненные облака закрывали все небо, и казалось, будто бог огня вот-вот сойдет на этот мир. «Отдай бессмертную Зойсию, и я сохраню тебе жизнь», из огненных облаков раздался громовой голос. Сразу после этого перед Хань Ли появилось гигантское существо, которое было сопоставимо по размеру с небольшой горой. Хань Ли сфокусировал свой взгляд впереди, и выражение его лица слегка дрогнуло, когда он обнаружил, что перед ним гигантская багровая жаба с парой массивных угольно-черных крыльев на спине. Крылья были окружены черной ци, и они казались скорее проекциями, чем настоящими крыльями. Внутри черной ци также вспыхивали золотые руны, придавая проецируемым крыльям довольно мистический вид. Глаза гигантской жабы были плотно закрыты, но на ее лбу была серая бусина, которая вспыхивала странным серым светом, по-видимому, обладающая высоким уровнем духовной природы. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он оценил гигантскую жабу, и он ответил: «У меня действительно есть бессмертная Зойсия, и ты можешь взять ее, если хочешь, но взамен тебе придется отдать свое дьявольское ядро». Ха-ха, смелости тебе не занимать, маленький засранец. Прошло много лет с тех пор, как кто-то осмеливался сказать мне что-то подобное. Раз тебе удалось рассмешить меня, я поглощу твою душу и буду тщательно наслаждаться ею, как только уничтожу твое тело. Гигантская жаба внезапно разразилась хриплым смехом, как будто только что услышала самый смешной анекдот в мире. Однако прежде, чем его смех даже прекратился, из его рта внезапно вспыхнул красный свет, и изнутри вырвалась малиновая тень. Затем тень появилась перед Хань Ли, словно в результате мгновенной телепортации, а затем ударила его прямо в грудь. Если бы на месте Хань Ли был обычный культиватор, он, скорее всего, был бы полностью не способен среагировать на эту внезапную атаку, и в результате малиновая тень мгновенно проткнула их тело.
Однако Хань Ли определенно не был обычным существом, и он обладал огромным богатым боевым опытом. Он заранее активировал свою способность духовных глаз, что позволило ему легко отследить малиновую тень, которая почти не отслеживалась невооруженным глазом для обычных существ. Используя свои способности духовных глаз, он смог идентифицировать малиновую тень как длинный язык толщиной с человеческое запястье. Раздался глухой удар, и малиновая тень была отражена небольшой черной горой, внезапно появившейся перед Хань Ли. Язык гигантской жабы обладал огромной силой, но он был далеко не настолько могущественным, чтобы сдвинуть гору эссенции божественного света. Цзючу был довольно удивлен, что его внезапная атака не удалась, но сразу же холодно усмехнулся и взмахнул черными крыльями. Огненные облака в небе, казалось, были привлечены к массивному дьявольскому зверю какой-то таинственной силой, а тело Цзючу, казалось, превратилось в ненасытную черную дыру. Даже с таким огромным количеством огненных облаков, входивших в его тело, он все еще не проявлял никаких признаков дискомфорта. Однако на лице Хань Ли внезапно впервые появилось мрачное выражение, глядя сцены, разворачивающиеся перед его глазами.